Я очень надеюсь, что в этом мире не перестанут снимать разные мистификации, так как я заметил, что кроме этого вам не заходят эксперименты по просмотрам других видео. Всем привет, вы на канале Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы вместе с вами смотрим страшные необъяснимые видео от очевидцев и пытаемся понять, где правда, а где фейк. В этой подборке, впрочем, как и в остальных, есть на что посмотреть и есть что обсудить. Я, конечно же, на все это смотрю с большущим скепсисом, но верить или нет в то, что вы увидите, дело каждого, поэтому не буду долго томить, устраивайся поудобней, мы начинаем, погнали! Ага. Самое странное в этом видео — это не танец мальчика, а вот это. Разве? Вот это. Вот это. У меня такое настроение, когда после Будуна тебе такие говорят: блядь, сейчас мы тебе бомжатничек приготовим, принесем прям в кроватку. Так себе, да, пожелать. Ну, короче, у меня прям внутри вот так же. Сейчас, вы поняли. Че, кульбит? Откуда взялась эта девочка в жилетке в горизонтальную полоску? Ну, в смысле? Если оглянуться назад, то перед мальчиком должен Хоп, быть она уже взрослый вышла. ребенок. Эта Видите? девушка, казалось, внезапно появилась из ниоткуда. Да нет, вот, она появилась, там рука даже видно из-за него, что она все-таки вошла прям в тот момент, когда он прикрывал этот угол. Чего вы нам рассказываете? Мы что, дети? Что Мне вы 12. думаете об этом видео? Мы думаем, совпадение. Вот она вышла прям, ну... Говорят, что оно было снято в одном лесу в Канаде. Похоже, что это сосновый лес, покрытый снегом, но, пожалуйста, обратите внимание на эту сосну. Ебать, кто-то елку унес. Движение этого дерева очень странное, как будто что-то двигает его снизу. Это думают, что эти великаны, что ли, ходят? Через несколько секунд другое дерево тоже начало двигаться. Два великана. Движение этих двух деревьев очень похоже, но Чуваки так эмоционируют, как будто дерево на них падает, как будто они рубят. Но здесь-то что мистического? Ну, может быть, там лес, лесник, сру. Может, какие-то, ну, машины работают по, я не знаю, зима, елка, Новый год у них. Не знаю, блядь. Опять мистика из ни ничего. одно из них не похоже на то, что кто-то срубает дерево. Потому что, вообще говоря, срубленное дерево будет падать только в одном направлении и не будет раскачиваться взад-вперед, как Ну сейчас. да, если только это техника какая-нибудь. Странные кадры этой сцены также напугали фотографа. Некоторые люди подозревают, что это, возможно, снежный человек повалил дерево, и, возможно, только у них Снежный есть человек. сила повалить дерево. Конечно. Что вы думаете об этом фильме? Херня. Пожалуйста, оставьте сообщение. Так. Обратите внимание на что-то на заднем сиденье, что медленно высовывает голову. Это похищенный ребенок. Человек, сидящий напротив, разговаривал по телефону и, похоже, не заметил. Кукла Чаки. Что это, мать? Пока она не оглянулась. Что? Давайте такой вопрос. А почему то, что хочет напугать или появилось ему, да, там, типа, смотри, я все-таки существую, я демон. Почему она сделать-то даже ничего не пыталась? Мы в фильмах обычно смотрим, и там кто-то нападает. А тут просто смотрит. И чё? На этом видео нет никакой фигуры. Стрёмно. Однако на снимке видно, что мужчина, должно быть, сильно испугался и в конце концов поспешно покинул машину. Не через свою Конечно, дверь. это тоже может быть просто розыгрышем, но если это действительно розыгрыш, то человека, который управляет куклой сзади, должно быть легко обнаружить, и человек не будет так напуган. Так кем же, по-вашему, будет этот злодей? Слишком еще двигается так, ну, плавно, как будто реальный человек.
Говорят, что это было снято недалеко от девчонки, небольшого острова поплыли в мы Индийском кататься. океане. Экскурсионная яхта вывезла нескольких пассажиров в открытое море. Днище яхты Это такой спроектировано таким образом, чтобы быть настолько прозрачным, что посетители могут видеть происходящее под водой через днище лодки. Вскоре после этого пассажир воспользовался своим мобильным телефоном, чтобы снять видео, приведенное ниже. Главное, чтобы днище не прорвало. Еще и шевелится рука. Ой, еще и голова покатилась. Что? Это выглядит как человеческая рука и голова, и эта голова все еще движется. Я не знаю, Я думаю, что, скорее всего, если это и мистификация, то теми, кто делает такие экскурсии, ну, реально, это же было бы, типа, прикольно. Как рекламу сделать. или кукла, но эта картинка выглядит очень реалистично. И что, никто из них не испугался? Говорят, что в этом районе моря произошла авиакатастрофа. После того, как пассажирский самолет российской гражданской авиации развалился в воздухе, обломки упали в этом районе. Я не знаю, имеет ли это странное видео какое-либо отношение к авиакатастрофе. Просто давайте, если это было в очень давнейшнем году, ну, к примеру, и упал бы самолет, то останки людей по-любому бы поели бы какие-нибудь рыбы там, ну и прочее. То есть вот настолько бы они не остались бы. Эта запись автомобильного видеорегистратора была сделана под землей в России, и внезапно появился огромный мотылек. Ух, блядь, какой мотылек я пропустил, я чихнул. Нихуя! Что? Это че за кино? Интересно, это и есть легендарный человек-мотылек. Эта девушка готовится к записи шоу, но, как ни странно, автофокус камеры, похоже, вышел из строя, и она продолжает дергаться вперед и назад, так что они не могут совпадать. Может быть, оператор тупит? Че, как что-нибудь В появится? отчаянии фотограф смог только сам забраться на лошадь. В результате камера была быстро приклеена к фотоаппарату, и с большим человеком стали обращаться как с большим человеком. Бать, что ты несешь, переводчик? Может быть, просто хреновый оператор? Но после того, как он превратился в эту девушку, все повторилось снова. Вскоре произошло нечто ужасное. Прям слышно, по-моему, что он кнопку эту нажимает, не? Расфокуса. Самый обычный. Все, не трогай нахуй. Да я говорю, какой-то оператор хреновый. Вы заметили что-нибудь во мне? Да, сзади баба стоит. Мне кажется, что изображение чем-то нарушено. Сразу же после этого эта фигура внезапно появилась позади девушки, промелькнула мимо и быстро исчезла. И именно в момент вот этого... Никто из тех, кто был на месте Галича. происшествия, не заметил этого странного места. Может ли И- быть так, что оно раньше создавало помехи в работе системы Ну, фокусировки вот, камеры? хлоп и исчезает. Ну, бред. Этот человек по имени Джем сфотографировал неизвестное Джем, существо у Илья себя на и заднем дворе. Вики. Это человек или что-то другое? Это Я прячусь в получеловек. Не ссы, не прячься в кустах. В кустах тебя ждет получеловек, непонятно что. Несколько дней спустя камера наблюдения во дворе снова зафиксировала это существо. Согласно описанию, это дверь склада во дворе. Это существо, похоже, пыталось проникнуть внутрь снаружи. Че? Мне кажется, это какой-то солевой парень, блядь. Голый бегает. Этот снимок можно было бы сделать более четким. Угу.
С тобой тут я соглашусь, кстати. Это одичавший чел. Что касается того, что это за существо, пусть каждый судит сам. Поздно вечером двое друзей пришли в школу, и один из них случайно сфотографировал что-то странное. Режиссер сказал, что от этого зрелища у него мурашки побежали по коже. Вот фотография, которую они сделали в то время. Может, это они сами из картонки вырезали маленького мальчика? Не тряси камерой, пожалуйста, дай посмотреть, он шевелится или нет, или вы из картонки его вырезали. На первый взгляд, это была просто черная фигура, стоящая там. Судя по размеру, это должен был быть маленький ребенок. Ну, типа да. Издатель сказал, что это видео пришло от его друга. В то время школу посещали 2 человека. Всего? По их словам, эта темная тень стоит вот так неподвижно с тех пор, как они ее обнаружили, и это очень странно. Остыл. Чихну, походу, скоро опять. Так я не пойму, он шевелится или нет. Дойдите. Им двоим следовало бы испугаться и поскорее уйти из школы. Но... Ой. И побежал. Вот это будет страшно. Значит, все думают, что эта темная тень просто школьный ребенок? Шоу, чтобы показать его другим. В этом эпизоде от Японское шоу, 25 чтобы ноября показать его другим. 2017 года, как раз в тот момент, когда девочка показывала кухню, произошла ужасающая сцена. Картинка проносится очень быстро, почти в мгновение ока. В те времена мало кто замечал эту я проблему, вижу. но когда вы замедляете изображение на экране, обратите внимание на боковую стенку холодильника. Мы видим. Но мы видим, как тетка прячется от камеры. Не более. Ну, в Если данный персонал намеренно избегал камеры и прятался за холодильником, Вот. чтобы не помогать, я думаю, это момент. нормально. Мешать. Но неужели это бледное лицо на фотографии действительно сделано только для того, чтобы избежать камеры? Ну, вообще, скорее всего. Но сами подумайте. Бывают, где ты видишь записи какие-то, даже иногда в эфирах. Все бывает, кто-то там может пробежать или еще что-то там. Это типа как будто я не я. Вот зачастую, когда мы видим что-то про эфиры, особенно больших телевидений, кто-то что-то пробежал, мне кажется, ну, может быть тот вариант, что, скорее всего, это какой-нибудь сотрудник. Это видео с НЛО, снятое в Мексике. С НЛО? Фабрица обычно любит использовать беспилотники для аэрофотосъемки, но на этот раз беспилотник, похоже, запечатлел что-то. Мы уже не НЛО запечатляем, мы с него уже снимаем. Дошел прогресс до чего? До чего дошел Странное. прогресс? Странно, да. Всё то, что ты Впереди сказал. быстро пролетел белый объект. Ты чё? В смысле, вы серьезно? Фабрицио сказал, что скорость самолета в то время составляла всего 38 км в час, а воздушный поток на большой высоте был стабильным, и скорость была невысокой. Фабрицио также провел эксперимент, чтобы восстановить сцену того времени. Так. Это относительная скорость полета беспилотника и неподвижного объекта со скоростью 38 км в час. Допустим. Выглядит немного медленно, не так ли? Какова была бы скорость этого объекта в то время? Некоторые люди задаются вопросом, не является ли эта штука просто пластиковым пакетом, раздуваемым ветром. Это кажется Да, немного кстати. похожим, но судя по траектории полета, траектория этого объекта представляет собой почти прямую линию. Я никогда не видел, чтобы пластиковые пакеты летали подобным образом. Так что же именно это будет за штука? Мужчина по имени Дэнни сказал, что его сын часто разговаривает с невидимыми существами. Whoa. Roland seems hyped and he's trying to explain to me what he just saw. Buddy? Yeah, What the- I don't know about that, bud. Как будто дымка какая-то, или кто-то пробежал, что-то It's been a такое, while since we смотрите. stopped at the mirror and Выведи we were taking собаку the на dog улицу, Смотри, чтобы она to check it out. посмотрела, и Смотри, сделай смотри. вот что. Can't believe we caught this. Whoa.
Рынок, да, и дымка. Что это такое? Ты выглядишь как ребенок. Ну, не знаю. Полуэффект какой-то. Мальчик, кажется, только что хотел объяснить. Невозможно не думать не скептически, понимаете? Просто я сейчас вижу, опять же, как и вы, просто со стороны. Но оказавшись там, мы бы поняли больше. То есть... Своему отцу, где находится эта штука. Говорят, что на этот раз Дэнни также сфотографировал странные вещи в лифте. Ух уж эти тиктокеры. Обрати внимание на стену лифта позади мальчика. I must be tripping because it seems like he doesn't even see it. Да он сам себя видит только и все. Вы смотрите, мальчик на это не обращает внимания. По сути, батя, обращая внимание на какую-то тень или еще что-то, подсовывает вот эти вот футажики, блядь, получается. И выглядит это как будто бы, да, там ребенок обращает внимание. Походу, только батя один в это верит, потому что он это и накладывал туда. Мальчик не заметил, что было у него за спиной. Ему до сих пор нравится вот так подниматься и спускаться на лифте. На этот раз Дэнни снова последовал за своим сыном в лифте, но он заметил несколько странных вещей. Но в конце концов ты уходишь. Некоторые люди говорили, что это похоже на демона. Да. Что ты думаешь На о что это том, не что похоже? случилось с Дэнни? Я бы даже не заметил. Это видео с танцем льва, снятое в Токио. Кто может понять, в чем проблема? Ой, а мы что-то подобное с танцами львами видели, по-моему, но только с большим, не с таким. Ты это видел? Что там ног Притормози больше. и посмотри еще раз. Внезапно под львом появился дополнительный рог, как будто он стоял отдельно. Картинка промелькнула мимо, и никто из присутствующих не заметил Но вот этого плюс-минус мы ужасающего такое места. же видели с длинным драконом. Какой-то... Так чья же это будет нога? Те, у кого хватит смелости. Что самое интересное, еще нога и была с сумкой другом. То есть там как будто реально третий человек. Или чьи-то ноги, блядь, добавили. Этого парня зовут Уилл. Он жаловался, что с тех пор, как переехал в этот новый дом, у него постоянно было плохое самочувствие. И дома происходили какие-то странные вещи, из-за которых он не мог нормально спать. Записываясь прямо сейчас, я кое-что улавливаю и просто хочу доказать вам, ребята, на моем канале Right Soul Stars. Что я хочу показать вам, ребята. Как раз в тот момент, когда он говорил, свет в задней комнате внезапно начал необъяснимо мерцать. Сейчас попробую объяснить, почему это выглядит, как-то нелепо. Смотрите. Человек, который не знает, как снимать себя в целом, он всегда снимает плюс-минус, просто камеру ставит перед собой. В данный момент человек как будто подготовленно поставил камеру не просто на себя, а чтобы еще и было видно коридор и прочее. Какой дебил снимает так, чтобы поставить камеру, и она для него прям боком будет? То есть, я знаю, что, наверное, от небольшого ума или там умения кто-то бы поставил, но суть-то не в этом. Все равно человек машинально поставил бы камеру напротив, если бы он просто что-то хотел сказать. А тут человек подготовлен. Хозяин дома хотел убедиться, что в доме никого нет, поэтому он бросился в комнату со своим мобильным телефоном. Угу. 威洛想要证实家里面只有自己一个人，于是他拿着手机冲进了这个房间。 Включи свет и открой дверь. Yo, I'm telling you, anytime I walk in, there's like literally nobody.
This has been going on for like a couple days now, dude. И когда вы видели человека, которого что-то произошло, не в панике, а объясняющим, старающимся объяснить нам, что на самом деле все не так выглядит, как мы кажется. То есть, смотрите, здесь никого нет, здесь не... Да я бы, если бы подобное увидел, я бы даже забыл бы, что нужно что-то вообще говорить. Да и камеру нахуй забыл бы я эту. Watch. I'll turn on the light. Okay? Nobody. Никто, Да, заранее давай покажи нам, что никто, но мистика какая-то нахер есть, да? Which is really scary in here. В комнате никого не было. Ребята, потому что на самом деле сейчас происходит вот что. I don't know what's going on. Что? Like, Нас I'm terrified. наебывают. О, На этот раз, после того, как Уилл вернулся домой с работы, он обнаружил, что в ванной комнате что-то не так. Единственное, что нужно сделать, это закрыть магазин на случай, если что-то случится. да. Close this door behind me, just in case anything happens. Кто открыл кран? Oh hell nah, hell to the. Слишком много вот этих дерганий, чё, тудым, ну. Все говорит только о том, что это какая-то... Уилл сказал, что странные вещи в семье могут быть связаны с найденной им куклой-мумией. It smells pretty old. Сама Ее залетела продолжают преследовать ужасные вещи. What the hell? туда. Как так-то, блядь? Как не задаться вопросом, какого хера кто-то проник ко мне, блядь, и куклу положил? Hello? Давай вдобавок там кто-нибудь выглянет. В комнате никого нет. Come on, come on. Turning on. Shit. Прям почти киношечка. Опа, давай, давай, пошевелим. Shit. Seriously. Hello? Фонарик есть, не ссы. Но что заставляет меня чувствовать себя странно, так это не только движущаяся дверная ручка, но и тот факт, что в ванной комнате спрятаны две комнаты, и двери тоже установлены. И вот Так этот для чего же близкий. нужны эти два пространства? На этот раз в ванной комнате была установлена видеокамера. Вот этот момент, когда близко перед дверью открывал, в этот момент можно сделать переход. Тат. Кто-нибудь будет когда-нибудь левитировать, например, там? Даже для того, чтобы заснять это сверхъестественное явление несколькими камерами. Он также использовал крупные планы, чтобы доказать, что никакой связи действительно не было. Так что если у тебя есть какие-либо соображения по поводу того, что случилось с Уиллу, пожалуйста, оставь сообщение ниже. Если у То есть там не только лежало вот это вот, а видали какой-то целый чемодан подвесной. Я говорю, чувак очень сильно подготовился, но не могло это быть вот конкретно вот так вот. Прям больше, чем уверен. Походу, надо заняться съемкой мистики. Не знаю, пишите, что вы думаете. И, как говорит переводчик, и в то же время оставьте свое мнение при себе. В общем, не знаю, пишите. Что?
Ребят, походу опять бонус. Hey, Patty. Опять, по-моему, какая-то Patty, you короткометражка. doing okay? Еще один бонус. Patty, I'm Вы here if you хотите wanna поговорить? Ага. Ой, блядь, кот напугал. Рр. talk. Hey, Patty. Do you want some tea? Не хочешь, говорит, попить со мной чая? I just made some Earl Grey tea. У меня, говорит, охуенный чай. Ёба. Тебя сожрут вместе с твоим... Ебучий случай, вместе с твоим чаем. Hey. Кот. Кот Кот свалил из дома, потому что понял, там пахнет жареным. Или где-то пахнет жареным, и он свалил из дома. Еб... Ебать, сожрала. Ну что скажете? Вы до сих пор хотите предлагать соседу попить ночью чай? Вспоминаю те случаи, что в некоторых домах подъезды прям реально как в фильме ужасов. Стоит едкий запах сырости. Длиннющий коридор пытается осветить одна лишь бедная лампочка. И постоянное ощущение, что за углом тебя кто-то подстерегает. Пишите в комментариях, какое место пугало вас. Или, возможно, пугает до сих пор. И это я не про паспортный стол или какой-нибудь ЖКХ. А у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео. Ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик. Меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет. Он лишь в твоей голове.